Большущий тебе привет! Сегодня поговорим о таком персонаже, как Чунь-Юнь, который использует двуручный меч, но способен наносить исключительно кривой урон, и которого почему-то многие недооценивают. Да начнется путешествие. Канал Ватага. Мы за позитив. И для начала предлагаю разобраться с его талантами. Искоренение зла. Как и многие персонажи с двуручным мечом, он наносит серию из 4 мощных ударов. Но благодаря таланту ровное дыхание, атаки внутри зоны становятся на 8% быстрее, что является безусловным плюсом. Хотя, честно, это незаметно. Элементальный навык Холод Чунхуа наносит неплохой такой кривой урон и создает зону, которая существует 10 секунд. Именно в ней атаки наши становятся быстрее. И что очень важно, все атаки персонажей в этой области, кроме персонажа с катализатором, конвертируются в кривой урон. Другими словами, прокачивать бонус физического урона Чунь-Юню абсолютно бессмысленно. Потому что чаще всего вы будете сражаться именно в этой области, но к этому мы еще вернемся. Также по окончании 10 секунд появляется лезвие, которое наносит 100% урона и снижает сопротивление на 10% к криву. Просто имбоешка. Переходим к взрыву стихии, который я считаю один из самых лютых в этой игре. Благодаря тому, что его откат составляет всего 12 секунд и требует 40 энергии, это позволяет использовать его регулярно. Часто он заряжается даже раньше самого отката, особенно когда противников много. А процент, который показан здесь, ребята, это урон только одного лезвия, а он их создает 3, а при полном созвездии будет и 4. Кстати, о созвездии. Здесь стоит обратить ваше внимание на несколько из пунктов. Первый, который позволит на последней атаке серии дополнительно наносить 150 кривого урона. Следующий будет сокращать на 15% откат элементального навыка и взрыва стихии, активированных в вашей зоне, у всех персонажей. Дальше еще круче. Восстанавливает по одной единице энергии раз в 2 секунды, то есть взрыв стихии будет заряжаться еще быстрее. И последнее. Увеличивает урон нашей ульты по врагам, чье хп на 15% меньше, чем у Чунь-Юня, и дополнительно создает одно лезвие. Другими словами, взрыв стихии создает 4 здоровенных клинка, каждый из которых еще сильнее дамажит на 15%. Думаю, теперь понятно, почему я его прокачал одним из первых на 90 ранг. И плавненько переходим к его снаряге. Во что я его одеваю? Оружие. Меч драконьей кости из боевого пропуска. Шанс крита, ребята, это вещь. Также подойдет любой меч с увеличением силы атаки, потому что, как я говорил ранее, бонус физического урона не будет работать в этой зоне. Из-за того, что мы наносим там кривой урон. Поэтому либо крит, либо шанс крита, или же сила атаки. Погнали теперь к артефактам. Подойдет все, что усиливает элементальные навыки и силу атаки. Когда появится сет с дополнительным кривым уроном, думаю, 2 предмета я все же добавлю. А пока идеальным вариантом считаю full сет церемония древней знати, усиливающая урон взрыва стихии на 20%. Плюс к этому увеличивает силу атаки всей пачки в течение 12 секунд. 12 секунд, смекаете? Как раз под нашу ульту. Ну а кубок, естественно, это бонус кривого урону. Если нет на криво, используйте на силу атаки и старайтесь, чтобы в каждом арте был крит и шанс крита. Тогда просто будет пушка. Альтернативы на низких рангах можно использовать комбинации азартный игрок и гладиатор или же воин. Также подойдет отлично берсерк. Главное делать акцент на элементальный урон, крит, шанс крита и силу атаки. И будет все отлично. При подборе команды я честно не запариваюсь, когда играю Чунь-Юнем, потому что, ребята, криво персонаж взаимодействует абсолютно со всеми. Он чувствует себя со всеми комфортно. Но в приоритете, конечно, все же водяные и огненные. Таяние дает отличный бонус к урону, а заморозка и того лучше. Ну, например, возьмем ульту Сянлин, плюс Ешка от Барбары и ваши кривые удары. Все это вместе никого не оставит равнодушными. И напоследок хотелось бы подчеркнуть, замораживать врага это не только весело, но и стратегически важно. Это дает дополнительное время обдумать ваши следующие шаги, которые приведут вас к победе над любым противником. Надеюсь, это видео было для тебя полезным, а также интересным. Если так, то поддержи нас лайком и не забывай подписываться, чтобы не пропустить следующий ролик. Хорошего тебе дня, пока!